Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Заехали сегодня в довольно пейзажный ресторанчик. Не могу сказать, что с низкими ценами, но с приятным обслуживанием. В этом я только что убедился. И что самое интересное, аутентичные местные блюда. Мы сегодня пройдемся как по морепродуктам, так и несколько захватим местных, опять же, но... Короче говоря, пускай останется все немножко в сюрпризах. Давайте проверять. Место очень приятное, чтобы прийти и посидеть даже с семьей. Ну и вот разобрались мы с заказом быстренько. Надо сказать, что здесь персонал заслуживает отдельного респекта от меня, просто потому что они придают тебе внимание. Тебя не бросают, с тобой работают. Это хорошо и здорово. По поводу же среднего ценника в этом заведении я бы сказал так, что это за одно блюдо примерно 150 тысяч донгов. Что в целом может быть и не самый низкий ценник, но здесь и выбор блюд, в общем-то, неплохой. Первым делом мы заказали мидии на пару, что очень здорово и классно, особенно если они свежие и прям, как говорится, сейчас купленные. Потому что ко мне много людей сейчас уже приезжало, которые, ну, знаете, турист приехал, что ему? Трансфер нужен, байк нужен, сим-карты нужны. Правильно, я все это, значит, для людей устраиваю. Пожалуйста, в телеге, кстати, обращайтесь, это всегда. И некоторые люди такие: Костян, а вот чтобы такое дома посидеть, погрилить. Ну и я приглашал людей, соответственно, подчивал мидиями на пару, которые мы покупали вот прямо здесь и сейчас на рынке, которые закрытые, свежайшие. Очень классно и очень вкусно. И вот я имею возможность сравнить, как это здесь в ресторанчике. Давайте посмотрим. Здесь они продаются на килограмм, соответственно, итоговая цена вот где-то здесь появляется. Быстренько и заценим. Пока еще горяченькие. Здесь они на пару, очевидно, с лемонграссом. Да, и это не передержанная мидия. Я надеюсь, она даже, ну, не сырая. Значит, все прекрасно знают, что вот эту... вот, волосинка вот эта прекрасно снялась. С ноги, опять же, все снялось. Давайте с рыбным соусом. С острым рыбным соусом. Вот так. Я, знаете ли, как обычно, по старой памяти дома ешь, так всегда руками. Ну, здесь они нежные, можно и палочками снимать. Но они не были заморожены. Ладно, так быстрее и удобнее. Мне кажется, они чуть-чуть даже не додержали. Давайте с лаймом и солью попробуем. Чуть-чуть недодержано, буквально, знаете ли, так, минутку. Все неплохо, хорошо. Мне не хватает той самой морской водички, потому что они делают, как и обычно, везде одну единственную ошибку. Готовя на пару, они забывают о том, что та самая вода внутри – это и есть концентрат вкуса. То, что не додержали, ладно, это не страшно. Знаете, она все-таки должна быть полностью готовая, вот этой склизкости внутри, чтобы не было. Здесь, в крупной вот мидии, в первой мне она попалась. Вы знаете, ругать даже не хочется. Потому что лучше всего, когда ты, конечно же, на гриль кладешь сам, все сохраняешь, готовишь ровно до той поры, как тебе это нравится. Здесь вкусно, здесь хорошо, мидия свежая, ни в коем случае, знаете ли, не какая-то вата или еще что-то. Но квинтэссенцию морского вкуса, на мой взгляд, они здесь все-таки потеряли. Это небольшой недостаток. Но с точки зрения туриста, который не настолько, знаете ли, в этих высоких материях разбирается, это отличный вариант. Роман, точно так же пробуй, с любыми соусами. Вперед, давай
Я вот перед тем, как пробовать, скажу, что я обожаю вкус вареных мидий с лаймом и больше никак. И мне не важно, будет там вот эта морская вода, не будет. Для меня главное вкус мидии в сочетании с лаймом, поэтому вот сейчас проверим. Вот, видите как? А у меня, значит, только вот так, шаг в сторону, расстрел. Ну да, просто пару капель было. Ага, понял тебя. Ну что скажешь, Ром, насчет, прежде всего, недодержанности? Слушай, я прям ничего такого не почувствовал, для меня вообще все идеально. Вкус мидии есть, вкус лайма есть, и чувствуется, что она свежая, она замороженная не была. Но мне на самом деле все равно, я замороженные мидии вот из пакетов тоже люблю. Ну вот, кстати, вот здесь вот очевидно, недодержанность есть, держи. Вот ты ее съешь, а я тогда вот поменьше, которую... Вот она... О, зато тут огромная вот эта вот, извиняюсь, мотня. Да, склизкость вот эта небольшая присутствует. Этого все-таки быть не должно. Подытоживая мидии, все здорово, все хорошо. Знаете ли, 38-й раз повторюсь, что для меня еще минутку на пару подержите, и будет ровно так, как я придираюсь ко вкусу мидий. Не раз сам их готовил у себя дома, поэтому да. По поводу большой, Ром, почувствовал ли ты недодержанность или тебе по барабану на это? Слушай, ну может быть и совсем слегка, но мне по барабану. Ну окей. Другими словами, у тебя на сколько процентов это круто? Ну, слушай, если мидия со вкусом мидии, для меня всегда на 100%. Ну хорошо. Я бы оценил это процентов на 80 с копеечками. Соусы. Все в тему, все здорово, все хорошо. Ну а что, едем дальше, у нас много впереди всего. Ребят, огромная отдельная благодарность всем тем, кто сейчас нас поддерживает. Дело в том, что без этой поддержки мы бы вообще видео не выпускали. Напомню, что сейчас мы собираем на звук, нам осталось уже совсем чуть-чуть, и будет у нас новый звук. Сейчас мы с Ромкой реально мучаемся, у нас по 2-3 дубля уходит. Да, в конечном итоге вы видите все с хорошим звуком, но мы-то здесь мучаемся при этом. Можно подписаться на Boosty, можно сделать разовый донат, можно подписаться на Patreon. На Boosty и Патреоне видео загружаются отдельно, поэтому там можно смотреть их без всяких проблем и тормозов. Подписка там стоит от 150 рублей, это примерно по 15 рублей за ролик. Это что такое? Это вообще ничто. Спасибо вам огромное, ребят, за поддержку. А нам тем временем подъехал угорь. Угорь на гриле, и как мы попросили девочку, чтобы он был подгорающе острый. К сожалению, ну что сказать, гарнирчика никакого, выглядит слегка скучновато. Я надеюсь, на вкус будет не скучновато. Приборов, опять же, ну вот давай ложкой попробую отковырять, потому что никакого ножика нет. Если у меня, хотел сказать, это не получится, у меня получилось, тогда не будем докапываться. Здесь единственное, что осталось, это хребтинка. Вообще мягко. Так, острота, ты где? Угорь сочный, полностью готовый, нежный. А про остроту она, по-моему, забыла. Ну, понятно. Про остроту они полностью забыли, но не забыли, когда я попросил: оставьте рыбу сочной. С точки зрения сочности, это один из лучших угрей, которого я пробовал, потому что, ну, это круто. Полностью готовое, нежнейшее мясо со своим специфическим, приятным очень вкусом. Это здорово, это классно. Нам поднесли дополнительный соус под него. Давайте с ним и попробуем. На лайм что-то они пожадничали. Маловато. Ну да, тут больше и не выжмешь-то 2 капли еще.
Может быть, какое-то недопонимание произошло по поводу остроты, а может быть, они предполагали, что вся острота должна быть вот здесь. Ну, сейчас посмотрим, потому что это смесь соли, которая здесь продается, она с остротой и так далее. Прежде всего, я чувствую лайм, соленость. Я специально жду чуть-чуть, чтобы острота какая-то появилась. Нет. Здесь ее, очевидно, тоже недостаточно. Видимо, все-таки произошло по остроте какое-то недопонимание. Потому что слово «кай», как я его произношу, я уж не знаю. Вы должны понимать, что во вьетнамском языке есть 6 тонов разных. Это не то, что у нас вы произнесете слово «здравствуйте», хоть как коряво, но вас все равно поймут, что вы говорите слово «здравствуйте». А здесь я говорю «кай», а я имею в виду остроту, а будет там, здесь появятся все значения слова «кай». Ладно, поэтому, скорее всего, просто недопонимание. У меня следующий момент. Имею что сказать. Угорь классный, угорь свежий, угорь не передержанный, но он плавал там, это понятно, не передержанный в плане сочности. Это здорово, это классно. С этой солью кайф, с рыбным соусом откровенно тоже будет кайф. Роман, налетай, пробуй, потому что мне хотелось подгореть, но, как говорится, подгорел по другому поводу, что нет подгорания. Ну что ты балуешься с палочками? Я перед тем, как попробую, хотел сказать, что ты вначале обратил внимание, что почти никакого гарнира нету. Да. Мне кажется, это потому, что такие места чаще всего приходят большими компаниями, они заказывают дохренища всяких блюд, и в том числе кучу всяких видов жареного риса. И все по чуть-чуть пробуют, а жареный рис у них как гарнир как раз и выступает. Ну, в целом, наверное, да, потому что здесь, как всегда, можно сказать и плошку риса, или жареную огромную тарелку риса, ну и прочее, прочее. Кстати, кроме риса у них какие гарниры еще? Ну овощи. Ну да. Пока Ромка пробует, я могу сказать следующее, что это вот зеленый манго. Он самый. Прикольная, хорошая дополниловка к любому практически блюду. Это как имбирь в сушильне. Слегка освежает, немножко кислит, приятно хрустит. Классная штука. Да. Роман, по поводу угря. Вот при всей моей нелюбви к местной пресноводной рыбе, угря я обожаю, потому что это очень нежная рыба, у которой вообще отсутствует болотистый вкус. И здесь они его круто приготовили с точки зрения именно готовности. Он остался сочным, чувствуется то, что он приготовлен на гриле, но мне не хватает немного вот именно остроты и какого-то вкуса, потому что он слегка пресноват. А вот этот солености соус, такой, да? Вот этот соус его очень хорошо дополнил, и этот соус подходит вот для этой рыбы. Да, в целом рыба не то, что имеет право на жизнь, а полностью удовлетворяет практически всем нашим требованиям. Ну вот с остротой, ладно, не задалось. Угря брать тут можно и даже нужно. Ну а мы едем далее. А теперь у нас рыба-куртка. Она уже готова. Накидали зеленюхи, поэтому давайте распределим зеленюху так, чтобы она тоже слегка приготовилась, потому что здесь вот сырой лучок, перышки, вот это все. Сейчас оно подзакипит, размягчится. И будем пробовать. Давай, кинза тоже сюда, все сюда. Ну и что ж, рыбеха у нас уже покипела. Передерживать ни в коем случае не будем. Я боюсь, что нижнюю часть от передерживания мы вряд ли сможем спасти. А вот верхнюю однозначно да. Да. Да, рыбка, иди сюда. Ром, я спасу ее всю, а потом мы с тобой из этой плошки уже будем делиться. Так, башка отвалилась, хребтинка, отваливайся тоже. Будем спасать вторую часть рыбы от
перекипания. О, она тут и прижарилась даже немножко. Давай, давай, скорее. Скорее, Рошфор. Скорее. Там, откуда не возвращаются! Скорее, Рошфор! Понял. А где рыба? Где рыба? Там, откуда не возвращаются. Рома, а ты не помнишь этот момент, нет? Их матрица? Да. Рошфор был в матрице. Ну и что же, рыба-куртка. В целом удалось спасти, но не до конца. Я считаю, что преступлением является то, как они здесь ее подают. Это крайне нежная рыба. Она не жирная, поэтому долго ее готовить, кипятить там и прочее ни в коем случае нельзя. Это должна быть рыба, приготовленная на пару, как я и просил, но они говорят, у нас вот готовится так. Ну что я с этим могу поделать? Я покупал рыбу-куртку, и дома я ее запекал в фольге. Вы знаете, завернул с лучком, там, с травами, с чем угодно на 40 минут. 190, там, 200 градусов, 40 минут. Все, она внутри фольги, она сочнейшая, ничем не перебивается вкус и так далее. Рыба крайне вкусная. На мой взгляд, здесь все-таки не совсем подходящий для нее вариант готовки. Я хочу немножко овощей попробовать. Вот их, что касаемо лучка, особо не передержишь. Мне надо остановиться, потому что рыба и правда классная, вкусная. Но преступление так ее готовить, ребят. Конкретное преступление. Почему у них такое отношение к рыбе, я не знаю. Потому что они имеют в виду, вот ты ее помакал, вот она стала сочной, очень мощно приправленной. Потому что соус здесь и правда мощно приправленный. И после этого давай ешь. Но вкус самой рыбы, к сожалению, немножко теряется. А она самодостаточная. Роман. Ну, здесь вот могу сказать, что вкус самой рыбы, он не немножко теряется, потому что это одна из моих любимых местных рыб на уровне, как еще рыба помпана. Они внешне Да. тоже очень похожи. И вот что я могу сказать. Ее либо на гриле готовить, либо на пару, потому что в данном случае она получилась передержанная, это уже слишком плотное мясо сухое, и я не чувствую ничего, кроме вкуса вот этого вот готового лука, а этот вкус у меня ассоциируется со столовкой почему-то, я не знаю, вот рыба, приготовленная в столовке, такая дешманская. И вкус... Типа ментай там Да, какой-то, да, вот да. это все. Да. И вкуса вот этой прекрасной рыбы я здесь уже вообще не чувствую. К сожалению, да. Ну, вы знаете, опять же, может быть, мы замахиваемся на тонкие материи, и кто-то такой скажет, типа, да рыба и рыба, что ты там пытаешься разобрать? Но ты вспомни, например, того же осетра, как мы пробовали, когда с тобой катались на рыбалку, да? Да. Как, насколько он там нежный и вкусный был. И как можно того же самого осетра, извиняюсь, и испоганить, если ты его передержишь, переваришь, и вся сочность из него уйдет, но ты будешь есть просто обычную рыбу, вот куски мяса. Сами понимаете. Поэтому я считаю, все-таки для каждой рыбы, ну, практически для каждой рыбы, необходим собственный подход. Здесь у них вот такой. Когда окунаешь в соус, а он вкусный и приятный, это приятное мясо. Но, к сожалению, это не рыба-куртка. Получается у вас, а получается просто мясо, просто рыба со вкусом этого соуса. Почему бы и нет? Но я бы предпочел, конечно же, иначе.
Теперь у нас курочка. Местная, жилистая. Мы попросили ее разделать. Ну и давайте сразу же закинем. Потому что курица уже готовая. А мы накидаем сразу же и Morning Glory, и китайской капусты, и дополнительной вот еще такой травы. Название вы видите на экране. Ну а теперь местная курочка. Как говорится, фитнес-кура. Стоит она 299 за примерно, как в меню написано, 0,6 килограмма. Что интересно, она спрашивает, вот курицу вы заказали, да, это целиковая курица, которую прямо сейчас вам зарубят и разделают. Что вы хотите с ливером? Либо покидать его сюда, и в общем хот-поте это есть, либо мы вам сделаем отдельно рисовую кашу с этим самым ливером. Я говорю, давайте отдельную кашу. Ну и вот она готова. Жидковато, но тем не менее, давайте и попробуем. Давайте посмотрим, где тут у нас всякий ливер. Ну, с малюсенькой курочки в 0,6 кило, понятно, тут не особо разгуляешься, но тем не менее, всякие печенки и прочее вроде бы присутствуют. Давайте для начала без ливера, а просто саму кашку. У меня кусочек желудка попался. Народ веселится и отдыхает. Вьетнамцы вообще довольно шумные. Вообще прикольно. Только вот что касаемо желудка, ну жестковат. Конечно же, его так быстро не успеешь растушить, приготовить и так далее. Вот печенка. Да, другое дело. Да я бы так и брал. Вот это хорошо, пускай бурлит себе и так далее. А вот отдельно действительно вот эту кашку. Приятно, здорово, хорошо. Она достаточно нейтральная. Зеленюшка имеется уже туда замешанная. Тебе отдельно приносят вот такой керамический горшочек. Распоряжайся и ешь, как хочешь. Роман, тоже пробуй. У нас здесь уже все, считай, забурлило. Давай перемешаем. И попробуем ту самую курочку. Зизифус. Узнаю его. Понятное дело, с одной курочки ливера там особо много не будет, знаете ли. Желудок, сердечко, печенка, ну что там еще. Роман, по поводу самой каши, естественно. Ну вот для меня на самом деле все равно, сколько там ливера, потому что я в целом очень люблю вот эту кашу, особенно когда в ней больше добавлено куриного бульона, как здесь, то есть когда она более жидкая. Для меня эта еда ассоциируется с тем, вот, когда немного приболел, простудился, и вот это вот идеальная вещь, которую нужно съесть. Ну, в целом, да, как у нас бульон куриный котируется, так здесь вот, наверное, это каша. Пускай еще минутку побурлит, и будем пробовать хот-pot. Ну, а мы что же, давайте попробуем выцепить какое-нибудь крылышко-о, ножка. Ей-богу, не выбирал. Бульончик с зизифусом и с чем-то еще. Немножко травы. И, господа, я, кажется, понял, куда делась моя острота из угря. Она здесь. Потому что я сейчас, ну, попробовал, остыл или нет, и такой кусочек травы съел. От кусочка травы я, ребята, уже немножко полыхаю. Так вначале же, когда заказывали, я говорю, это единственное блюдо, которое меня заинтересовало, там в переводчике. Но изначально тоже было острым, да? Там было написано с опасным острым перцем. С опасным острым перцем. Кстати, тогда непонятно, куда острота из угря делась. Хорошо.
с опасным острым перцем. Это классно, здорово звучит. Бульон вкусный. Я уже, да, остроты богато. Вот они, перчики плавающие. Кстати, они не разрезаны, но они отварились, они все, что, как говорится, хотели отдать, они от души-то и отдали. Слушайте, а мне нравится. Она не убивающая острота. Хорошо, с бульончиком все понятно. Давайте с курочкой. Насколько эта фитнес-кура разваливается на косточке? Ну, вроде ничего так. А вы знаете, это неплохо. Я обычно на этих фитнес-кур ругаюсь, потому что их не прожевать. Здесь, во-первых, прожевать. Во-вторых, насыщенный, мощный вкус самой курицы. Ты прям чувствуешь, что ты ешь натюрель. Натюрель, который вот гулял, грубо говоря, на выпасе, на свободном. То есть те люди, которые, знаете, заботятся о том, чтобы курицы не содержались там в клетках, не толстели, как бройлеры, это им однозначно зайдет и понравится. Так, давай-ка я травы и всякого. Вот Morning Glory, например. Небольшая хрустяшка осталась, даже не передержалась. Нет, я не попадусь на эту уловку. Я хочу чисто овощей. Но вот овощи в себя впитали. Ты ешь прям такой достаточно концентрат. Я могу сказать так. Это крутая вещь. Это крутая вещь для любителей острова. Ребят, прочищает вообще как надо. При этом еще горяченькая. Вообще как хорошо. Вы знаете, я себя ловлю на одной мысли. У меня подгорает. Да. Мне остро. Да. Мне вкусно. Да. Я не могу остановиться, чтобы продолжать этот бульончик похлебать и закусить курочкой. Опять же, да. И вот я перчик съел. Скажем так, это чуть-чуть острее, чем основной бульон. Ну, то есть он уже все отдал, основное. Слушай, вот по моим вкусовым предпочтениям, за все 10 лет, что я во Вьетнаме, этот хот-pot на первом месте. Потому что, во-первых, если даже отмести остроту, очень вкусный, насыщенный такой бульон, который я вот, как и ты сказал, я съел и не могу остановиться, хочу еще ложку себе налить. Острота, там написано и предупреждено, что опасность, острый перец, какой-то там опасный перец. Danger. Да, а я этого и хочу. И то, что я хочу, я это и получил. Реально, это очень, очень острый бульон. Очень такая прям мощная острота, но она обволакивающая, она приятная. Но здесь есть один момент, если вы острые не особо, либо вы думаете, что вы любите острые, но ничего острого на самом деле не пробуете, для вас это будет прям убийство. Ну это... да, потому что вот я 2 перчика сейчас съел, я слегка подгораю, естественно, какой-то напиток понадобится, у нас водичка имеется. Но я бы не сказал, что ты прям такой должен, как пожар, заливать. Это вкусно, приятно, и ты ловишь кайфушку, и там день рождения мы продолжим после того, как они споют. Они продолжают отмечать, и там шикарный какой-то красивый букет цветов женщине подарили. В общем, здорово и классно все здесь сделано. Мне очень нравится этот бульон. Перчиков здесь, ребят, немерено. Должен сказать следующее.
У них в меню может быть немножко неправильно написано, либо мы, может быть, неправильно поняли, в том плане, что какой-то особый борзый перец. Нет, это обычный тайский бёрд чили или бёрд ай чили, как хотите, он так и называется. По шкале Сковилла он от 50 до 100 тысяч остроты, так что понимаете, что это достаточно острая штука. А здесь в бульоне его немерено набросано. Он и у меня на участке растет. Кстати, надо сказать, я совсем недавно выкладывал пост о том, что у меня теща собрала как раз-таки свежий урожай этого бёрд чили. Его можно собирать зеленым, это для особенного аромата. Можно собирать красным, можно собирать уже, когда он пожухлый на кусту. Таким образом, ты получаешь с одного куста 3 разных, грубо говоря, сорта перца, который и аромат, и остроту, нет, остроту имеет одинаковую, разный аромат. Про бульончик я про курицу уже сказал. Роман, по поводу курицы. Да, ну вот и про курицу. Я очень люблю местную фитнес-курицу за ее насыщенный вкус. Люблю бульон с этой курицы, люблю вот саму курицу. И здесь, в отличие от большинства мест, где мы ее заказывали, она еще называется бамбуковая курица. Она здесь очень нежная и мягенькая, то есть ее приятно есть, потому что везде она резиновая, помнишь было? Обычно она крайне резиновая, а здесь, надо сказать, нас предупредили, потому что мы заказали все, и девочка нам сказала: ребята, эту курочку нужно подождать, а я и не против. Если вы тогда принесете мне вот такую вкусную, приятную курицу, но я вынужден буду подождать, чтобы вы ее приготовили хорошо, я подожду. Без вопросов. Как же подытожить то место, где тебе все понравилось? Ну, вы знаете, обслуживание приятное. Здесь тебя не бросают на произвол судьбы, за тобой следят, за тобой присматривают, чтобы у тебя все было хорошо и в порядке. К тебе проявляют внимание, что до конца с тобой разговаривают, чтобы ты понял все. Ну ладно, с угрём действительно вышла какая-то промашка, но вот насчет курочки, здесь они не облажались. Это действительно острота та, которую я и хотел. По наличию, опять же, блюд, да все отлично и здорово. Мы здесь заказали небольшое разнообразие, здесь аквариумы есть. Мы заказывали все и в меню, но если захотели, зашли до аквариумов, выбрали уже конкретные какие-то вещи. Короче говоря, сегодняшний вечер мне очень понравился. Надеюсь, он понравился и вам. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Ох, перец. Твою душу, чуть не уехало все. Аккуратно. Бритни Спирс немного подзатаскалась. Что? Бритни Спирс немного подзатаскалась. Ну да. У меня все самые волосы на руках спалятся. Посмотри, пламя. Как... вот и спалил все нахрен.